Добро пожаловать! Наконец-то я смог заполучить для себя нормальный мини-ПК. К сожалению, многим эта компания не нравится. Потому что, во-первых, она не китайская, во-вторых, она не народная, и в-третьих, я не понимаю, в принципе, почему пригорает. Возможно, кто-то угадал, возможно, кто-то умеет читать. И, конечно же, это вот такая вот штучка. А именно, это у нас Mac Mini на процессоре M4. Что можно сказать? Много видео на Ютубе я видел, которые кричали, что это просто откровение. Это просто невообразимо. Вау, как Apple это сделали и прочее. Конечно, в какой-то мере можно сказать, что это именно так, довольно интересно. Ачивменты они здесь, конечно же, смогли заполучить. Ну, а также многие кукарекались, что это просто оверпрайс, как всегда. Mac Mini M4. Он стал меньше, он стал выше. И посмотрим на его порты. Сзади питание, интернет проводной. Почему не ставят хотя бы 2,5 гигабита в базу? Непонятно, хотя понятно, чтобы ты апгрейдил на 10. У меня, к сожалению, не было такой опции. Поэтому у меня самая базовая модель 256-16. Здесь хотя бы нормальный HDMI 2.0, то есть 4К 144 Гц спокойно выдает. Чем я спокойно пользуюсь со своим монитором. И 3 порта USB 4, Thunderbolt 4, 3. Не 4.3, а 4/3. Насчет того, что именно тут за порты, скорее всего, здесь именно Thunderbolt с поддержкой USB 4, а не USB 4 с поддержкой Thunderbolt, что гораздо лучше и дороже стоит. И это стоит учитывать и подсчитывать в финальную стоимость. Также на передней стороне у нас 3.5 джек, который вроде как по спекам может раскачать высокоумные наушники. Я не знаю, я не пользуюсь, поэтому сорян. И 2 USB 10 гигабит вроде как. Потому что в этих стандартах USB черт ногу сломит. И, конечно, весь интернет уже успел посмеяться, ползить. Это кнопка включения снизу. Многие говорят, а как мне ее постоянно включать, мне неудобно и прочее. Я скажу так, тут все очень просто. Я когда купил этот аппарат, примерно через неделю после того, как он вышел, я его один раз включил и выключил только для того, чтобы сделать это видео. То есть относительно долго он у меня работал без всяких проблем, потому что здесь установлен ARM-процессор, и когда он спит или там обновляется, или что-то он там делает, максимум, что ты можешь увидеть по потреблению, это где-то примерно 5 Вт. Плюс-минус. То есть 5 Вт это не сам процессор TDP, а именно вот отсюда, от розетки. То есть приплюсуем конверсию, приплюсуем еще очень много вещей, и поэтому на выходе мы получим очень интересную штуку. Смысла его выключать-включать нет. А раз в месяц можно вот так его поднять и нажать, если это прям так необходимо. И немножечко перед всякими тестами, конечно же, игровыми тестами, поговорим немножечко о его цене. И цена которого стартует от $599 и заканчивая очень страшными цифрами, которые я не советую использовать. А именно самый нормальный вариант – это покупать базу. Если вам нужно 32 гигабайта памяти, вам нужно много ядер и прочее, очень сложно посоветовать вот такой аппарат. Потому что он будет гораздо дороже, и это будет бить по карману. Но если вам нужна только память, а именно SSD-хранилище для этого, то можно прибегнуть к вот таким вот штукам. А именно внешним SSD. Но лучше всего брать SSD, который использует Thunderbolt или USB 4 с хорошим охлаждением контроллера, с хорошим охлаждением SSD, а не вот такие вот от Oracle.
Потому что здесь у меня контроллер перегревался, здесь у меня он отваливался, и просто было больно. Но вернемся к именно хранилищу. Здесь у нас пошли по пути Mac Studio и сделали чипы памяти именно на съемной плате. То есть как здесь работает и почему многие кукарекали, что почему здесь нету обычного M2 SSD. Все очень просто, потому что давным-давно они начали делать это не просто так. Потому что они подумали. Во-первых, мы можем срубить бабла на апгрейдах. Это раз. Во-вторых, у нас есть суперсекьюрный чип T1, T2 и прочие. Это рации, который, собственно, здесь уже, начиная с процессоров M1, был интегрирован сам SoC. То есть это не идет как отдельный чип, как на старых маках, а именно интегрирован в M-серию. Поэтому контроллер SSD, например, здесь он вот такой вот, Maxio. Или, например, здесь у нас Silicon Motion. Он был интегрирован также в SoC. Поэтому просто чип памяти. И как только они выпустили Mac Studio, в котором было два таких вот чипа, а точнее две платы, на которых находились чипы, энтузиасты немножечко прикинули что-то к чему-то и поняли, что если мы купим где-нибудь чипы памяти большего объема, начнем выпаивать чипы, которые установлены, запаивать свои, этим самым увеличим объем. И, о чудо! Сначала, конечно, были небольшие проблемы с этим, но они смогли решить и понять, как это обойти. И, о чудо, есть апгрейд. Здесь же то же самое. Здесь есть платка с чипами памяти, поэтому покупаем базовую версию. И можно будет в скором времени проапгрейдить ее до 2 терабайт за относительно недорого. Если мне память не изменяет, говорили, что цена будет примерно около $300-400, что, в принципе, нормально, учитывая прайс, который Apple хочет, примерно $800 за 2 терабайта, что немного кусается. Но перейдем, собственно, к производительности и посмотрим вообще, что, как работает и почему оно вообще работает. Для этого я использую вот такой вот хаб от Elgato. Он Thunderbolt T3, который купил я за очень недорого. Берем вот так вот. Вставляем вот так вот. И все идеально готово. Далее берем вот такой вот кабель питания, который идет с Mac Mini. Просто классно. Он в оплеточке. Все прям красиво. И вставляем его вот сюда. Далее мы берем побитый жизнью мой кейс от Ugreen, в котором установлен вот такой вот Dishman SSD от Team Group. Гейминг-сетап у нас готов. Ну и, конечно, чтобы видеть, что мы делаем, мы подключим HDMI. Ну и как управлять компьютером без клавомыши. Поэтому берем клава и берем мыши. Стоит упомянуть вот эту вот интересную мышку от Logitech, которая называется Logitech Lift. В данном случае это Lift for Mac. Конечно, очень странная штука, но да ладно. Бесплатно получил и пойдет. Включим машинку. Итак, нас приветствует обычный маковский десктоп. И посмотрим немножечко на игры. Перед этим нужно, конечно же, включить метрику. И начнем с нативных игр, а именно, например, Lies of P, который, я надеюсь, запустится. И еще небольшой прикол macOS. Когда мы идем в дисплей, мы видим, что scale типа как бы вроде как нам показывает Full HD разрешение, хотя по факту
Он выдает разрешение в 4К, но скейлит это до Full HD, и выглядит это просто замечательно. К сожалению, на винде такого нету, но да ладно. Мы будем тут смотреть, конечно же, на игры, которые когда-нибудь вроде как раздуплятся и запустятся. Ну или, по крайней мере, я очень сильно на это надеюсь. Ад не загрузился, но главное, что Пиноккио загрузился, и это уже хорошо. Далее мы идем в настройки. Графоний у нас тут фрейм лимита нет. Отключим VSync, Upscaler. Допустим, качество и пресет Medium. Почему-то, смотря на видеофид, который идет в рекордер, все немножечко подлагивает, хотя на мониторе все прям отлично. В принципе, можно даже апскейлер попробовать убрать. Так, оно сохранилось. Да, оно сохранилось. Medium настройки. Конечно, почему-то FPS не отображается, что очень странно. Обычно Metal Hood работает без всяких проблем, но здесь что-то пошло не так. Играя на мониторе, все прям выглядит без каких-либо проблем, работает идеально. Подлагиваний вообще нет. Почему-то на записи, возможно, на финальной записи будет немножечко иначе, но я вижу здесь как будто бы игра, дай бог, работает в 30 FPS, что отвратительно выглядит. К счастью, к реальности это не имеет никакого отношения. И еще касательно Lies of P, плюсик этой игры является то, что она доступна в Steam. То есть, если вы купили ее на винде, на Маке у вас будет доступная версия для скачивания совершенно бесплатно. Чего не скажешь о следующих играх. Ну да ладно, о них немножечко позже. И можно видеть, работает просто замечательно. Если, конечно, я не смотрю на рекордер. На рекордере почему-то показывает, как будто бы 30 FPS или вообще 24 кадра. Что очень странно, хотя запись идет 60 кадров. Магия, просто магия, и непонятно, почему же так все-таки происходит. Возможно, потому что я делаю миррор экранов, и Mac говорит, что на второй монитор и 30 FPS нормально. А возможно, что-то еще. Ну да ладно. С Lies of P понятно. Пиноккио работает просто отлично. Поэтому с этим проблем нет. Хотя на десктопе можно видеть, почему-то все нормально работает. Магия, да и только. Возможно, нужно отрубить оптимизашку игры. Далее. Моя любимейшая игра. Конечно же, это 4-й Резидент. О, здесь, конечно, у нас появился Metal Hood. Возможно, даже на рекордере не будет лагать. К сожалению, добавили вот эту вот проверку онлайн. И теперь в Резидента в офлайн, к сожалению, не поиграть. Итак, выбираем пресет баланс. Апскейлер уберем. Антиалиасинг TE, и пойдет в принципе нормально. Мы видим, у нас тут FPS относительно нормальный. Больно, конечно, но хилимся, живем. И как-то да выживем. Здесь уже хоть можно видеть FPS. Вот меня одолевают смутные сомнения, что все-таки это проблема гейм-мода.
Непонятно, но FPS на рекордере, FPS, который я вижу на экране, чуть-чуть разные. Но, к счастью, здесь работает Metal HUD, поэтому проблем вообще нет. Говорим деду, где его место и почему он ветеринар. И видим, что по FPS, в принципе, 50-очка стабильная. А если мы сделаем вот так вот, абсолютно, quality, абсолютно. И теперь мы получаем лог 60 кадров. Но если мы хотим понять, лог ли это или не лог, отключаем VSync. Получаем почему-то на рекордере логодрома. В принципе, я знаю почему. Потому что FPS-то слишком большой. Короче, по цифрам понятен FPS. Рекордер любит VSync. Если нет VSync, ему начинает быть плохо. 60 кадров лог. Идеально все работает без всяких проблем. Вот когда идеальные 60 кадров, рекордер может раздупляться. Значит, и у него проблема с variable frame rate. Печально, нужно менять. А денег нет, поэтому менять не будем. В принципе, Resident Evil 4 Full HD с апскейлом 60 лог на балансе. Это классно. Это реально круто. Учитывая, сколько потребляет эта машинка, то это прям иногда смешно. К сожалению, чипы на AMD такое выдать пока не могут. А жаль. И посмотрим еще на деревню. Если мне память не изменяет, это первый Resident, который вообще вышел под Mac нативно и все такое. Конечно, Restore Purchase History. Конечно. Как без этого? Как не проверить то, купил ли я эту игру или нет? Тут надо сразу локать. Нет, variable не надо. 60 кадров лог. А иначе будет плохо все. VSync включим. Максимум 60. И все отлично. Здесь выберем опять-таки пресет баланс. Хотя можно пресет графен. Сейчас немного полагает, пока не пройдет вертикальная сила. О, VSync пошел. И лаги ушли. Собственно, я думаю, такая же проблема была и в Lies of P. В принципе, можно вернуться и посмотреть, так ли это. Ну, если мы ставим приоритет графики, тут, конечно, у нас просадочки. Поэтому лучше всего ставить пресет баланс или же накидывать апскейлер. Хоть Metal Effects и говорят вроде как типа нормальный, но он примерно на уровне FSR 2. Что, в принципе, тоже пойдет. Ну а так, по большому счету, можно выдать стабильную 60-ку без особых проблем. Конечно же, Full HD и все такое, но все же играть можно, и играть можно без всяких проблем. Поэтому деревня у нас работает просто отлично. И последний Resident, который вышел совсем недавно, это у нас Resident Evil 2.
Сделаем ему full screen. VSync включим. И также выберем пресет баланс. Почему-то он хочет. И уберем апскейлер. Потому что мы-то знаем, у нас мощь. Мощь, просто мощь. Выбираем story, выбираем продолжить. И посмотрим на производительность. И видим мы очень простую производительность, что в здании у нас лог на 60 кадров. Просто идеальная 60-ка. Без всяких там придумываний, задумываний. Просто ходим и получаем 60 кадров. Это ли не чудо, это ли не радость, учитывая, сколько потребляет этот компьютер, учитывая все прочие переменные. Просто замечательно. Конечно, я не говорю, что это просто идеальный компьютер для гейминга. Нет. Далеко нет. Но поиграть вы все-таки сможете даже в те же Resident Evil. Что хорошо. Потому что Resident Evil это классная штука. Особенно их ремейки. Ну да ладно. Resident Evil это классно. Это в какой-то мере даже иногда прекрасно. Но есть же и другие игры. Например, тот же No Man's Sky, который опять хочет верификацию. К сожалению. Итак, Hello Games. Сразу идем на опции. Дисплей графика. Здесь он у нас решил все-таки пойти по плохому пути и выставить 4К. Трипл баффер висит. Тут у нас как бы все по красоте. Допустим, выключим еще апскейлер. Это, конечно, будет очень неприятно. Но посмотрим. 4К. И уже в загрузке у нас просадки до 20 кадров. Это ли не чудо? Ладно, это не чудо, это просто боль. И подождем, когда создание всего мира закончится. И будем посмотреть, что, собственно, можно делать в 4К с ограничением кадров 60. Я напомню, это настройки ультра. Почему-то он решил, что эта малышка сможет вытянуть всю эту боль, печаль в 4К на ультра настройках. Но посмотрим. Уже и 16 кадров было. Отлично. Пока что идем нормально. Проблема еще даже... проблема даже 4К это не в том, что GPU не вывезет или CPU не вывезет, а банально не хватит видеопамяти. Потому что здесь у нас, как и на портативках, как и на других мини-ПК, ОЗУ и VRAM, они взаимосвязаны. Итак, мы имеем Cinematic Frame Rate, 30 кадров, 4К, ультра настройки на этом мини-ПК. Что сказать? Очень интересно. Интересный экспириенс, но мы, конечно, немножечко спустимся на землю. И посмотрим на Full HD. Переменим настройки. Посмотрим. В принципе, нормально. И, собственно, сейчас их применим. Итак, у нас Full HD. Тут только так нужно. Ну да ладно. Поставим 240 чисто для того, чтобы посмотреть максимальный фреймрейт. Я так скажу, прям такое себе. Я, конечно, ожидал большего. Но то, что оно работает, и работает таки неплохо, это как бы хорошо.
И на рекордере почему-то он нормально относительно выглядит. Но вернем к более интересным штукам. Это Ripple Buffer. Поставим тут лог на 60 кадров. Потому что в таких играх и 60 кадров нормально. И поскольку мы не имеем стабильных кадров, добавим немножечко апскейлера. Ультракачество. Ультракачество там вообще, по-моему, класс. Я, конечно, не эксперт в математике, но, по-моему, FPS просел из-за апскейлера. Ну да ладно, по крайней мере, лесенок нету и пойдет. В целом, в основном, около 60 кадров. Если поиграться с настройками, чего я не люблю делать, можно получить и 60. Например, сделаем очень простую штуку. Например, выберем пресет высокий. И апскейлер оставим на ультракачество. И он хочет рестарт, но рестарта он не получит. И, в принципе, получаем то же самое. Где-то есть bottleneck, непонятно где. Но играть, в принципе, приятно. Что очень хорошо. No Man's Sky это, конечно, круто, но некоторые любят шутанчики. А шутанчики у нас будут вроде как, типа как в Metro Exodus. Это вроде как нативное приложение. Точнее, оно идет через розетку. Очень странное происходит с экраном. Но я надеюсь, в настройках можно будет это поправить. Итак, отлично. Разрешение у нас поправилось. Висинг мы, конечно же, включим. Который почему-то не работает, но да ладно. Собственно, вот они, настройки. И нажмем Continue. When it has been years since anyone's heard anything but static and white noise on the radio, who could still believe we are not alone on this earth? My wife, my comrades from the Order, my friends, people from my station. Итак, все у нас загрузилось. И посмотрим, что он крутит, вертит и прочие непотребства. Открываем, закрываем, потому что всегда надо помнить, если ты открыл дверь, нужно ее закрыть, если тебя не просили об ином. Итак, непонятная макака умирает, FPS под 100 на медиум настройках, и просто все классно. Дюк говорит, что там что-то есть. А мы знаем, что Дюк это не кусок Дюка, поэтому он-то знает. FPS, в принципе, нормально. Играть можно даже поиграться с настроечками, подкрутить, чтобы графоу не прям вообще классный был. Хотя и так он довольно неплох, учитывая год выхода. Учитывая, когда эта игра вышла. Поэтому пойдем-ка мы в другие игры. В принципе, работает хорошо. То есть стабильные 60 кадров будут, хоть ты тресни, хоть ты что-то делай. Запускаем кроссовер, запускаем через него Steam с Metal HUD и ждем, пока все это великолепие запустится. Единственный минус вот этого кроссовера, потому что запуск идет очень долго и очень непонятно.
Выйду-ка я из Steam для Mac. Потому что память тут, как говорится, не резиновая. Остановим ненужный апдейт. К сожалению, не скачан у меня тут апдейт Киберпанка. Последний. Ну да ладно. Не скачан апдейт и не скачан. Быстренько заапдейтим Diablo 4. Сразу скажу, Киберпанк будет примерно 30-40 FPS выдавать, если немного поизгаляться с настройками. Поэтому нормально его работать можно заставить. Это не проблема. Начнем со Сталкера. Со Сталкер у нас, скажем так, миксовая штука. Потому что работать он будет примерно так же, как и на портативках. Хорошо это или плохо, это уже каждый решит для себя. Тут мы видим уже присутствует розетка, потому что не нативная, потому что не ARM, потому что кроссовер. И здесь у нас идет очень простая трансляция. Из винды через Wine на Mac. На Маке из x86 на ARM. И, то есть, не стоит ждать величайшей производительности от этого устройства, да и вообще на Маках, потому что слишком много трансляций, слишком много всего. То есть, тебе нужно и инструкции для CPU, и API для GPU. Все это нужно конвертировать, и все это нужно делать на лету. Для этого нужно очень-очень много мощностей. И эта же малютка такими мощностями особо не обладает. Но то, что она показывает вообще, это довольно круто. Без всяких там преувеличений, шуток и прочего. Вот почему я люблю Stalker. Это наличие вот этого вот замечательного шейдер compilation экрана. Просто и гениально. Каждый раз, когда ты заходишь в Stalker, ты видишь этот экран. Итак, посмотрим на графические настройки. Здесь поставим FSR баланс. FrameGain не будем включать пока что. Настройки сохранены. И нажмем Continue. И даже не начиная игру, можно уже увидеть главную проблему, а именно если посмотреть на надпись «Мем». И это реально мем, потому что используется уже 26.9 гигабайт оперативной памяти, которых здесь нет. То есть идет своп на SSD. А SSD здесь маленький и не быстрый, потому что он маленький. Ну или, в принципе, по скорости он нормальный. Но не для оперативной памяти. И что мы здесь получаем? А получаем мы здесь боль, страдания и просто ад. Пока оно раздуплится, прогрузится, мы видим уже 32 гигабайта поехало. Можно попробовать выключить FSR и включить TSR. Баланс и пойдет. И, собственно, если бы не оперативная память, можно было, возможно, выжать еще чуть-чуть больше FPS. Но в данной ситуации, конечно, вот эти вот черные дома и странные тени, они бы остались по причине того, что идет трансляция. Трансляция не очень хорошая, артефакты графики, не все правильно отрисовывается. Но Stalker 2 13 FPS, 12 FPS на самом минимуме, это, конечно, боль. Возможно, на превью-версии кроссовера что-то и поменяли, но у меня почему-то она отказывается работать нормально.
Поэтому играем в релиз-версию в 10-15 кадров. Конечно, это боль. Это боль. Как бы в здравом уме никто не будет в это играть. На таких настройках, на таком FPS. Поэтому лучше всего перейти в то, что можно играть, где настройки нормальные и глаз не вытекает из своего места. И играть можно спокойно, преспокойно. Соглашаемся с Юлей и начинаем играть. И Diablo 4 у нас уже выглядит интереснее в меню. 30 кадров аж выдает. Но это пока он не раздуплится и мы не начнем играть. Стартуем с сезонным моим чариком, которого надо будет применить, потому что маги — это боль. Особенно, когда ты не умеешь делать билды. И что мы имеем? А имеем мы очень простую штуку. Что, в принципе, Diablo 4 на этом компьютере играбельно-то. Прям таки хорошо играбельно. Прям-таки отлично играбельно, особенно если доиграться с настройками, чтобы постоянно был 60 кадров. Можно спокойно играть, без всяких там проблем, без... Конечно, иногда будут подлагивания, потому что есть компиляция шейдеров из кроссовера. Но в целом отлично, просто все тут отлично работает, без особых проблем. Возможно, на каких-то зарубах с огромными боссами будут и проблемы, когда у тебя триллиард мобов на экране, циферки просто нещадно появляются в районе миллионов, триллиардов, миллионов, и все это нужно обрабатывать, и у тебя еще 800 человек используют спеллы, там, возможно, будет боль. Но в целом проблем, я думаю, вообще не будет, и можно играть без всяких проблем. Что хорошо, что просто отлично, учитывая, что это не нативное приложение, учитывая очень много вещей. Но нужно понимать, главное мерило главное, это запустит ли Crysis, может ли оно запускать Crysis. Ну, по крайней мере, до титров и то, что это сделали Сейберы, точнее, ремастер, оно запустить может и показать, что сделано это с помощью CryEngine. Далее Enter. Идем в настройки, смотрим настройки, кто бы сомневался. Full HD, 60 кадров, включим VSync, Medium. Переменяем. И уже поприятнее выглядит. К сожалению, с моим рекордером нужно включать VSync. Тут ничего не поделаешь. Иначе будет картинка лагать. И вообще себя непристойно вести. Но 60 кадров, в принципе, пойдет. И почти 60 кадров мы здесь и получаем. Хоть это и медиум настройки, хоть это и вот такой вот проблемность, но если чуточку оптимизировать настройки, то можно получить, собственно, стабильные 60 кадров в Crysis Remaster. Почему ремастер? Хотя у меня есть обычная версия. Все просто. Если мы запустим обычную версию, неважно на каких настройках, она будет идти примерно в 15-30 кадров в секунду. Чего не скажешь о ремастере, который по графонисти, но идет гораздо лучше, чем оригинальная игра на этом сетапе. Конечно, на других сетапах будет ситуация диаметрально противоположная, но именно в данной ситуации так оно будет работать. Все ломается, все просто красиво. Crysis работает 60 кадров
отлично, прям, я бы сказал. И поскольку я затронул тему стареньких игр и то, как они работают, запустим Fallout New Vegas. Это прям было для меня разочарованием, когда я первый раз скачал кроссовер, поставил New Vegas и увидел то, что увидите вы сейчас. Для начала зайдем в опции, поставим VSync, поставим пресет. Ну, поскольку это старая игра, поставим High. Как говорится, а не High будет. И нажмем Play. Пока что ничего, абсолютно ничего не предвещает беды. 0. Zero. Ну, кроме того, что почему-то Metal HUD не появился здесь. Ну да ладно. Простим его за это. Пока что вроде нормально. Мышка двигается нормально. Все хорошо. Нажимаем Yes. И получаем вот такое вот. То есть подлагивание, подвисание статоры, открыл пип-бой, все. То есть все, он раздуплился, нажал. И такие проблемы будут преследовать постоянно. То есть статоры непонятно, непонятно то, непонятно все. То есть то, что вы сейчас видите, которое записывает рекордер, это то же самое, что я вижу на мониторе. То есть один в один. Те же лаги, те же статоры, абсолютно то же самое. Не то, что было, например, в Lies of P или в прочих играх, где не включен VSync. То есть прям не то, не то. Ощущается прям не то и не так. На ПК, конечно же, получше. К сожалению, был бы на Маке идеальный порт, было бы гораздо лучше. Но игры это, конечно, хорошо, прекрасно и прям замечательно. Посмотрим также на производительность в программе, которую я постоянно использую. И это DaVinci. Так, для этого я возьму пару файликов. Кто говорит, что DaVinci не падает, очень сильно врет. Все, любые программы падают. Просто с DaVinci у нас... Когда он падает, это не так критично, потому что все сохранено и все отлично. Далее. Мы возьмем файлик. Например, вот этот вот. Изменим таймлайн. И также мы возьмем файлик, например, вот этот вот. И какой-нибудь вот этот вот. Итак, здесь у нас 3 файлика. Один у нас... Здесь у нас было 3 файлика, если бы на Маке не было вот этой вот небольшой проблемы с DaVinci. А проблема заключается в том, что когда используешь Metal HUD и используешь DaVinci, он будет вылетать, к сожалению. Но DaVinci у нас вылетел, проблем нет, заходим там же, где мы были, находимся. Итак, первый файл это у нас... H265 422 10 бит с камеры Sony FX3. Это же у нас более интересная штука. Почему клипы не показываются, непонятно. Они показываются не потому, что они не на таймлинии. Итак, создаем таймлинию. «4К 60 кадров». Далее. Сюда закидываем вот такую вот штуку.
Далее закидываем вот такую вот штуку. И к ней еще закидываем вот такую вот штуку. Идем в Color. И смотрим уже все-таки, что это такое. Итак, H265 422, H265 и H265. Напоминаю, это у нас Sony FX30, это у нас DJI Pocket 3 и это у нас тоже DJI Pocket 3. Все форматы сжаты, все форматы пережаты, поэтому будет весело. Вроде как. В галерее мне почему-то ничего нет, потому что, скорее всего, все хранится на сервере. И сделаем небольшой цвет, немножечко покрасим. И вот примерно вот такую вот штуку сделаем. Немножечко еще, конечно, деталей накинем, и нормально будет. Здесь у нас будет примерно то же самое, только еще все проще, потому что цветов там почти нет, и там все печально. Так, DJI D-Gamut. Конечно же, DJI D-Lag, и у нас идет все это в Rec 709. Конечно, лучше этого не делать, лучше делать кое-что другое, но для этого пойдет. Делаем вот такие вот красивые, сделаем красиво. Делаем красиво, добавляем детали, потому что мы убили цветом детали. И, конечно, сделаем это посветлее, чуть-чуть посветлее, чтобы было красиво. Вот, идеально. Итак, у нас получился идеальный color grade, который мы делаем apply grade. Вот так вот и вот так вот. Все, идеально. Идеальный ролик. Идеально. Возвращаемся на Edit Page. Убираем звук. И, собственно, видим 60 FPS без всяких проблем, 4К. Конечно, тут иногда случаются вот такие вот затыки, пока он не раздуплится. Посмотрим здесь, что у нас Optimize Media, когда есть. Здесь у нас камера Origin, Full Resolution, нету рендер кэша, все просто вот как оно есть и работает. И оно таки работает. Без всяких проблем. Можно, конечно, пойти дальше, и как вот эти профессиональные ютуберы делают, поставить один на другой. В инспекторе сделаем зумчик вот так вот. И нажмем, собственно, play. И тут уже, конечно, ему больно. Больно 2 4К файлов 60 кадров проигрывать. Но, в принципе, 4К 60 кадров очень мало кто делает именно на таймлайн. Это приколы Ютуба, это приколы именно потому, что я снимаю про гаджеты. И нужно, чтобы все красиво было. По факту все работают либо 25, либо 30, либо 24 кадра. И с этим справится на ура этот компудахтер. Без всяких проблем. Если, конечно, у вас там не big budget, но если у вас big budget project, то вам как бы и не нужен базовый Mac Mini. Собственно, подытоживая про этот аппарат. За свои деньги, я бы сказал, это просто отличная машинка, просто замечательная. То, что Apple наконец-то, я не знаю, кто их укусил, наверное, человек со здравым смыслом, и они начали все-таки запихивать во все свои базовые девайсы 16 гигабайт оперативной памяти, это просто чудо. Поэтому этот девайс стоит своих денег, но стоит еще понимать, если вы хотите только играть, вам не нужно просто какой-нибудь быстрый компьютер, вам нужно именно игровой, поиграть, то, конечно же, это лучше не брать, лучше взять что-нибудь на Strix Point. Конечно, я говорю о девайсах на AMD. И стоит также упомянуть, возможно, кто-то не знал, и когда я упоминал о наличии 3 портов Thunderbolt 4 или USB 4. Некоторые могли подумать, что можно использовать вот такую вот штуку с маками. К сожалению, eGPU не поддерживается на новых маках. Неважно, что ты будешь делать. Возможно, кто-то подумает, но как? Это же
по сути, ПК. Ну, вот так. Почему-то не поддерживается даже на Mac Pro, который на M1 или на M2 уже, который большой такой компьютер с PCI-слотами обычными. И даже там пытались подключить GPU, и система просто отказывается с ним работать. Это один из минусов систем Apple. То есть, если вы хотите быть самым умным и что-то прикрутить, вам скажут: Василий, к сожалению, тебе придется погулять в лесу. Поэтому, если легкий видеомонтаж с каких-нибудь там телефонов, простеньких камер, или же монтаж идет 4К 24, 25, 30 кадров, идеальная штука. Легкие игры, просто можно поиграть в Full HD без всяких проблем, или же с мощным апскейлом в 4К. В 4К, кстати, не советую. Будет больно. Ну да ладно. Монтаж, Photoshop, просто будет все замечательно. Учитывая производительность на ядро, этот аппарат в Photoshop порвет любой компьютер. Именно любой компьютер, а не только Windows. Неважно. Просто любое устройство, у которого не M4 процессор. Я бы сказал, базовую модель стоит покупать. Апгрейдить SSD не стоит. Лучше купить внешний SSD, благо их просто килограммы. Главное не экономить. Примерно за $100-150 можно купить enclosure для внешнего SSD с Thunderbolt. Поэтому кому надо, тот покупает. Кому не надо, собственно, лучше воздержаться. Единственное, что осталось сказать, что на этом все.